Тракторист Георгий каждый день с раннего утра выходил на поле, чтобы работать. Его будни были наполнены кропотливым трудом. Нужно было убирать сено, чинить технику, следить за урожаем и не сбиться с графика. Георгий был человеком простой закалки, с крепкими руками и добрым сердцем. Работал он много, часто не находя времени ни на отдых, ни даже на обед. Но, несмотря на усталость, он всегда оставался внимательным к окружающему миру и чужому горю. Одним летним утром, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, Георгий, как обычно, завел свой трактор и поехал в поле. День был жаркий, пыльный, сено летело в воздухе, прилипая к одежде. Работая без перерыва, к обеду он почувствовал сильную усталость и решил остановиться ненадолго у большого стога сена. Он подошел к нему, чтобы укрыться от солнца в тени и немного перевести дух. Но в этот момент его внимание привлекло еле слышное повизгивание, доносившееся из глубины стога. Заинтригованный, Георгий начал осторожно разбирать сено. И тут перед ним открылась трогательная, но вместе с тем печальная картина. В небольшом углублении, словно в гнезде, лежала собака, а рядом с ней трое маленьких щенков. Все четверо были худыми, ослабленными, глаза у щенков едва открывались, а сама собака выглядела измотанной и напуганной. Видно было, что они долгое время не ели. Кто-то, вероятно, бросил их здесь, надеясь, что они как-нибудь выживут сами. Георгий не мог остаться равнодушным. Его сердце сжалось от сострадания. Он аккуратно поднес к себе щенков, взял на руки собаку и отвез всех домой. Несмотря на то, что и самому было непросто, он даже не задумывался, как справиться, просто знал, что не может оставить их умирать. Дома Георгий выделил для новоприбывших отдельный угол в сарае, обустроил им теплое место из старых одеял, принес миски и налил теплого молока. Первые дни он кормил их понемногу, по часам, ведь организмы были слишком ослаблены. Он консультировался с ветеринаром, купил необходимые лекарства, сделал прививки. Постепенно собака начала доверять человеку, сначала осторожно подходила к нему, потом начала вилять хвостом, а вскоре и вовсе не отходила от него ни на шаг. С каждым днем собака и ее щенки становились крепче, веселее. Георгий дал им имена, собаку назвал Дашей, а щенков Рыжик, Бим и Черныш. Они подрастали, учились играть, бегали по двору и в какой-то момент стали неотъемлемой частью жизни Георгия. Он с улыбкой наблюдал, как они носятся по участку, как щенки учатся лаять, как Даша заботливо следит за ними. Прошел год с того момента, как Георгий нашел их в стогу сена. За это время они стали настоящими друзьями и верными спутниками. Каждое утро, когда Георгий отправлялся на работу, собака и щенки бежали за его трактором до самого поля, играли в высокой траве, сторожили сено, а вечером возвращались с ним домой. Они стали не только его радостью, но и своеобразными помощниками. Георгий шутил: «У меня теперь своя бригада». Но самое главное, вместе с этими животными в его жизнь пришло тепло, которого так не хватало. Вечерами, устав после тяжелого дня, он садился у дома, наливал себе чаю, а рядом устраивались его четвероногие друзья. Он гладил их, говорил с ними и, глядя на их преданные глаза, чувствовал, как сердце наполняется счастьем и покоем. Это история о том, как простой человек совершил добро, не требуя ничего взамен. Он не искал славы, не ждал благодарности, он просто сделал то, что подсказала совесть. Георгий понял, что спасение живых существ, даже самых маленьких и беззащитных, способно принести в жизнь невероятную радость и утешение. Его поступок стал символом настоящего мужского достоинства, сострадания и любви к жизни. Сегодня Георгий и его собачья семья по-прежнему живут вместе. Их можно часто увидеть на поле, четверо пушистых друзей бегают по траве, играют и радуются жизни, а тракторист, улыбаясь, наблюдает за ними, чувствуя, что сделал правильный выбор. Дорогие друзья, если эта история тронула вас, не забывайте, что добро начинается с простых поступков. Помогайте тем, кто в беде, даже если это всего лишь маленькое щенячье сердце. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь этой историей с близкими. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!